Доброе утро, 8 мая. Сегодня интересно начался день. У меня начали появляться подписчики. И заставило это меня крепко задуматься, как мне быть в этой ситуации, как взаимодействовать с ними. В общем, я должен буду какой-то выработать для себя алгоритм. Если они и дальше будут расти, то в общем, у меня пока больше вопросов. Вот, в любом случае хочу поблагодарить вас, Михаил, за большое количество позитивных комментариев под моими видео. Радует здравомыслящие люди в комментах, это однозначно. Вот, и понравился особенно комментарий про свежую воду Индии и Пакистану. Особенно там ввиду последних новостей там недельной давности о том, что Индия что-то там перекрывала Пакистану какую-то подачу воды туда. Очень уместно. Вот. И, кстати, на днях видел короткое видео о том, как в Индии одним кадром, по-моему, даже снято. То есть сидит человек на берегу там условного Ганга, какого-то, не знаю, речки индийской грязной. И там канистрой какой-то набирает воду и поливает себя. Вот. И буквально там камеру переводят дальше. На несколько десятков метров там стоит ассенизатор и сливает оттуда там свою бочку. Короче, интересно. Ну, я так подумал, да, насколько разные культуры, конечно, у людей. Просто невероятно. И с другой стороны, этот дядька, который себя поливал из канистры этой же водой, выглядел весьма здоровым, таким упитанным и совсем не больным. Ну, то есть они там, конечно, приспособились к своей антисанитарии. И где-то я даже слышал, по-моему, что вот эта индийская кухня, да, богатая там специями, всякими приправами и, ну, скажем так, кухня своеобразная, она как раз и связана с тем, чтобы бороть всякие там эти заболевания, типа того. Не знаю, насколько правда, нет. Ну, выглядит логично в какой-то мере. В общем, в любом случае, Михаил, вам спасибо. Мотивируйте. Будем снимать дальше. Я не знаю, видно, вот это вот B1. Вот это B1 означает, что я получил сертификат по немецкому языку на уровень знания B1. Я, слава богу, все матюки оставил уже там, в аудитории. Матюкался, как давно не матюкался. Реально был, в жестком стрессе. Чувствовал себя отвратительно. У меня, и в жар меня кидало, и в холод, потому что, я такого не ожидал, беспредела. Я очень, повышенно имею, как мне кажется, чувство справедливости. И вот эта вот история с тем, что я ни хрена не знаю по немецкому, в смысле языку, как по предмету, да, там, то есть я что там могу там понимать, вообще с каждым днем все меньше, как говорится, с горем пополам могу связать два слова «моя, твоя» не понимать, я думаю, там кто-то, может, уже даже слышал в каких-то моих видео, там, когда я что-то бабушке отвечал. И вот эти преподаватели или кто там, экзаменаторы, умудрились дать мне сертификат B1. Я его там чуть не порвал, короче. Я не знаю, как так можно. Это просто, это высшая несправедливость. Людям, которые там, более-менее, такого прям я не заметил, что те, кто претендовал на B1, его не получил. Но те, кто был однозначно лучше, чем я, и в данной ситуации несправедливой оценки должен был бы получить этот сертификат, он его не получил. Короче, это чистый бред. Я не знаю, вот эта вот бумага, она называется Филькина грамота. Вот прямая иллюстрация, короче. То есть и теперь... Вот как мне дальше жить, с этим осознанием, да? Сертификат по бумагам я знаю немецкий весьма неплохо, а по факту ни хрена. И что делать? Да. Теперь пойду учиться, на B2. Надо наказать эту, дурную страну. Пускай дальше платят мне пособие, и учат меня языку еще там, сколько там, полгода или сколько учиться. Еще тоже одна плохая новость в связи с этим. Я когда... Мы только готовились к экзамену, имел глупость, я же все-таки адекватный человек, я думал, что никогда в жизни мне не светит B1, и я имел глупость там одногруппницам, которые говорили: да ты сдашь, ты обязательно сдашь. Я им объяснял, что я вообще не разговариваю, и все, тем не менее, в общем, они говорили: ты сдашь? Я говорю: если я сдам, то с меня типа 100 баксов. Или там 100 евро, я не помню. И, одной пообещал, и вторая там тоже что-то подмазалась. Все, давай мне тогда. И я, окей. И, в общем, я теперь торчу этим двум подружкам по сотке.
Вот так вот мне дорого досталась эта Филькина грамота. Короче, блин, это просто жесть. Хоть бы, блин, это псориаз не обострился от такого стресса. Не дай Господь, короче, ладно. Я не знаю, что даже делать с этим. В общем, жена будет в шоке. Купил такую штуку интересную. Вакууматор. Мне для моих путешествий нужно будет и хавчик вакуумировать, и одежду, я думаю. Вот. Но хочу сказать, я немножко поостыл сейчас по этому сертификату, чуть так для себя объяснил немного эту ситуацию. То есть сейчас отменили повторы у украинцев, ну вообще в принципе кто язык учит на этих интеграционных курсах. В общем, там только дают очень небольшому количеству людей, и то уже более там профессиональный, короче, язык. Вот, поэтому они начали всем натягивать, я так понимаю, логику. Ну, допустим, если там видят, что человек хоть что-то одупляет, они ему там дотягивают до чего-то. А мне, видно, так сложилось, повезло, что я остальные все эти разделы, ну, услышал или угадал, там наугад много чего ставил. Вот, и там нормально баллов вышло, хватило на B1. Допустим, так называемый lesen и hören, это типа слушать и читать. Я частично, наверное, что-то понимал, естественно, а что-то поугадывал. И так просто сложилось, что мне повезло. Вот там я на B1 набрал. Шрайбен у меня на А2, то есть это письмо. А вот Шпрехен, мы были первой парой с моей соседкой, ну, напарницей по экзамену. Первые пошли сдавать. Ей там что-то с ребенком надо было куда-то, ну, в общем. И эти дамы, две турчанки, которые у нас принимали, они что-то сидели, чай пили. И мы так быстро очень там отстрелялись, я не знаю, буквально 5 минут, если не меньше. И они такие, все, спасибо. И как бы вообще никаких дополнительных вопросов не задавали, не знаю. Я так понял, что потом эта моя одногруппница сказала, что типа они нас вообще-то, типа ты не понял, но они нас выгнали. Ну, мол, мы начали что-то не то рассказывать, там не по теме, она разобралась, что-то была за тема, а мы что-то начали диалог вообще неправильно строить, и они такие поняли, что мы не в зуб ногой, типа, до свидания. Вот, а, наверное, было наоборот, видно, мы что-то все-таки там в тему попали, и они, короче, нас вопросами валить не стали, пока там чай начинали пить, в общем, им было не до того. И, короче, мне тупо фартануло по всем статьям, но сам факт, конечно, удивительный. Ну вот и на деньги я еще полинял, вообще расстройство. Мне этот сертификат. Ух ты. Распаковка, как говорят некоторые блогеры. Короче, пообедал. Сейчас буду идти гулять, но хочу перед этим посмотреть, что он из себя представляет. Этот вакууматор. Silver Crest называется. Это Private Label Lidl. Сети магазинов европейских. Вот, ну такая себе, короче, техника дешевая, китайская, сделанная для этой сети. Немного я посмотрел на этот обзор, на этот вакууматор обзоров перед тем, как купить. Как я говорил, он 19,99. Вот, значит, что здесь в комплекте? Рукав, пакетик. Получается на 3 метра по сантиметрам, судя по всему, это сколько? Не 28, а 20, да, наверное. Думаю, да. 3-метровый. Потом шланги с переходничками для контейнеров. Вакуум делать в контейнере. Какая-то крутилка, насадка. Вот это вот его модель актуальная. Те обзоры, которые я смотрел, они были на другую модель, ну тоже там 125 ватт, я так понял, просто более устаревшие вариации. Ну по факту то же самое. Вот такая резинка даже. Так, ну и сам вакууматор, он довольно легкий. Так, все, больше там ничего нету. Был он в черном цвете и в белом. Я взял в черном, потому как люблю я технику черную. Белая желтеет там бывает и так далее. Вот, а черненькая то, что надо. Такс. Ну, короче, вот он заклеен тут стрейчухой такой. Кнопочки выполнены вот так.
Тут тоже походу пленка, вот это вот пузырики, это защитная пленка сверху. Я ее снимать пока что не буду. Вот так вот открывается. Это просто проставка, я так понимаю, для какой-то защиты, картонная. Здесь вот ролик, видимо, он запаивает. Что там тянет, откуда пока что. Ага, нет, вот это нагревательный элемент, а этот ролик, видно, просто прижимной, да, резиновый. Получается тоже прижимная какая-то фигня. Так, выглядит на 20 евро. Значит, проверять я его буду, наверное, уже не сегодня, а завтра, послезавтра. Скорее всего. И, наверное, буду не на продуктах, а как раз на шмотках. По продуктам там мне все понятно. Я видел, как он затягивает. А мне интересно, как он упакует мой комплект, допустим, куртку и штаны, да, до каких размеров и сколько это будет весить. Вот это интересно уже. В общем, пошел я гулять. Никуда я пока что не пошел. В общем, не дало мне это покоя произведение целлофановое. Значит, посмотрел я, приложил сантиметровую ленту 28 сантиметров. Там еще сейчас по акции идут кулечки на, вернее, эти рукава на 20 сантиметров и на 28. Что там, по-моему, 2,28 в комплекте за 5 евро. Вот не знаю, по сколько метров. Или 3, короче, тоже за 5 евро. 3 20 сантиметровых. Ну вот метраж, ну, по 3, наверное. Ну, я не стал брать, думаю, мне пока что для моих экспериментов хватит вот такого. А там уже, когда буду готовиться к поездке, буду думать, какой размер мне нужен. Сегодня у меня выходной день, можно сказать, разгрузочный. В общем, буду гулять 2 часа и в таком свободном темпе. Во-первых, есть дела дома, во-вторых, хочу дать ногам немножко отдыха, то у меня там последние дни 15-17, что-то такое, короче, по 2 часа вроде не вспомню, что гулял. В общем, надо давать передышку, тем более, что болят суставы в бедрах, вот справа больше, слева меньше. И когда с утра ходил сегодня в других кроссовках в школу, то вроде такого не чувствовал. Сейчас опять одел хоку и как-то вот иду, как-то непонятно. В общем, ставлю ноги и вот стреляет в эти суставы. Может, еще не разогрелся, может, что, не знаю. С утра на зарядке приседал, все хорошо было, не чувствовал никаких этих отклонений, скажем так. Непонятно. Ну ладно. Да, значит, одел сегодня выгулять вот такие шорты. Элит, что-то там карго. Under Armour. Вот это за них говорил в вчерашнем видео, что письмо шло по городу 2 недели, а шорты по Германии, там действительно они за 700 километров ехали ко мне, намного позже были отправлены и приехали в один день. Вот вчера их постирал, высохли они, решил одеть, попробовать, как они вообще по теплоте. Сейчас 16 градусов, довольно-таки свежий ветер и отлично, у них как раз все супер. Они с шторм покрытием Under Armour'овским. Это такая DVR пропитка, которая воду отбивает. Короче, скатывается с нее вода. Вот. И покупал их на eBay, БУ. Ну, человек писал новые, но, соответственно, они были без этикетки. Что-то там недорого, то ли 10, то ли 11 евро они вышли мне с доставкой. И я смотрю, вот, не знаю, видно, нет. Здесь вот, короче, как шов, морщина вот это от складки, как они лежали сложенные. То есть действительно их человек, скорее всего, не носил. Но мне это по барабану, если бы он их даже и носил. Единственное, что вот DVR это пропитка, сейчас здесь еще как бы в отличном состоянии, потому что кроме меня, судя по всему, их никто не стирал. Скорее всего, он их разодел, и они не подошли, он их выставил на продажу. Вот. А мне почему важна эта DVR в нормальном состоянии? Допустим, если опять же я буду идти в теплую погоду, в сухую, и, например, начинается дождь, то есть я по-любому буду брать какие-то штаны непромокаемые, там буду искать, ну, склоняюсь, пока какая-то, может, мембранная на дождь. И удобно, только дождик пошел, там первые капли, которые упадут на шорты, эти они просто не впитают ткань, а стряхнул их и все, короче. Вот, упаковал куда-то или
стряхнул и сверху одел штаны на сухие шорты. Вот. То есть, ну, так, в принципе, я люблю эту фирму. У меня все вещи только Under, и как бы вообще других нету никаких. Вот. И эта пропитка у них прям водоотталкивающая для меня must-have опция, потому как не люблю мокнуть, а довольно часто попадаю под дождики, хоть легкие, хоть какие, никогда не боишься, что промокнешь. То есть там что намечается, одел кроссовки на Гортексе, штаны с этой пропиткой. У них в основном я все модели, которые ношу, они уже водоотталкивающие, плюс куртки там такое. Вот. Ну, значит, что хочу сказать по поводу экзамена. Иду и думаю, вот этого, что я бы один получил сертификат. В общем, взвесил я все за и против, и скорее, наверное, пускай так и будет. То есть раз они так со мной поступили, как я считаю, незаслуженно мне его дали, значит, им виднее. Вот теперь я с полной свободой совести буду требовать себе B2. Так как B1 я уже знаю, мне надо идти на повышение. Плюс, когда я становился в джоб-центр, там первые какие-то мои визиты, они просили заполнить анкету о себе, предоставить им, кем работал, там, в общем, образование, стаж, вот это вот все. Я, соответственно, написал, что был многие годы предпринимателем, и, соответственно, по этой линии я хочу двигаться и здесь, типа развивать, там, может, какой-то бизнес, есть у меня идеи и все такое. Но на тот момент, действительно, когда я остановился, я там ни грамма не врал, у меня такие мысли были, и как бы подумал я об этом, только приехав сюда. Вот, и они мне тогда сказали: слушай, ну, у нас есть курсы для предпринимателей, но ты должен сдать хорошо сразу язык, B1 с первого раза получить, тогда же были повторы, поэтому это было важное уточнение. Я говорю, понятно. Ну, а потом же в процессе я во всем этом разочаровался. Мне уже все это стало неинтересно. Немецкий я вообще не учил. И тут на тебе B1 не дают. Вот теперь я приду и с чистой совестью скажу: давайте мне теперь B2 или там курсы предпринимателей. В общем, буду по максимуму стараться дольше учиться. Пускай они меня содержат дальше на своем джоб-центре, платят мне пособие. Я буду дальше себе учиться и ходить путешествовать. Ну а что, как бы раз у них такая постанова в стране, так я в чем виноват? В чем конкретно ко мне предъява? Ну дают, бери, как говорится, вот и будем брать. А что делать? Вот. Ну, я где-то раньше в видео говорил, что я вообще на работу не настроен, как бы у меня ничего не меняется, я наоборот только в сторону тунеядства дальше буду уходить. Не то, чтобы я сильно там это государство немецкое насиловал своими непоборными пособиями, но тем не менее, как бы это они так решили делать с эмигрантами, а не я. Поэтому будем смотреть по ситуации, короче. Ну, я буду проситься учиться, вот так. Ладно, это что касаемо джоб-центра. Сейчас я пройдусь немножко, подумаю по поводу похудания. Вот у меня спросил Михаил, мне стало интересно, как там это все можно в видео отобразить. Ну, я сейчас немножко этой темой уже перегорел. Еще год назад, наверное, я бы каждому спросившему просто такую лекцию бы прочитал про это похудание. А сейчас я все поостыл, я многое переосмыслил в этом, понял, почему у меня получилось, и во многом понял, почему у других этот способ не подойдет. То есть это вещь индивидуальная, и максимум, что я здесь могу рассказать, это то, как было у меня. Ну а там уже каждый может сделать из этого выводы и под себя адаптировать, если что. С чего начиналось мое похудание? 22 год, начало, январь месяц, перед самой полномасштабной войной. Я покупаю весы для, ну, вот эти электронные, которые с телефоном, короче, дружат. Розетка бренд, по-моему, наш украинский интернет-магазин электроники. Их приват-лейбл RZTK. Вот. Подключаю их к телефону. Важная ремарка, почему купил. Где-то на ютубе увидел ролики, подсунул в YouTube просто про эти весы, которые показывают состав тела, жир, там, мышцы, все дела. Как оказалось, это фуфло, в принципе, я на момент покупки уже все это проанализировал, понимал, но понимал, что показывают не конкретно твои, а по общим каким-то формулам, там, по средним
числам оно считает приблизительно. То есть, если человек думает, что он станет на весы там этими босыми ногами на самые дешевые там за $20 условно, и они им покажут точный процент жира в его теле, это, конечно же, бред. То есть ты все равно туда в датчик, не в датчик, а в приложение вводишь свои данные, средний рост, вес там туда-сюда, и дальше оно уже по своим каким-то заложенным в приложуху алгоритмам высчитывает, сколько в этой при таком коэффициенте массы, сколько у тебя там чего, там туда-сюда, в общем, средние очень цифры. Ну, какой-то прострел оно там делает, может быть, электричеством, ну, что там показывает, короче, это такое. Вот, но тем не менее, я эти весы купил и даже не успел распечатать. Началась полномасштабка, так они и провалялись, и потом уже, когда я вернулся где-то, по-моему, летом 22 года из Черновцов, вот в прошлом видео я, по-моему, говорил, что жил там некоторое время, когда семью отправил за границу. Вот вернулся, эти весы уже распаковал и начал взвешиваться. Тогда еще, по-моему, не было у меня желания худать вообще, как бы глобально. Мысли были, наверное, у меня больше по... А что ж тогда я думал, господи? Ну, за спорт я тогда точно не думал, это уже позже в процессе пришло. Ну, в общем, какого-то хрена я начал взвешиваться. Вот, по-моему, первая дата у меня, я найду документ, там, короче, в Excel экспортировалось из программы. И все мое похудание отображено вот в Excel файле, который формирует эта приложуха. И вот, насколько я помню, там, по-моему, в июле месяце 22 года первое взвешивание. И я вот точно помню, что в какой-то момент я четко зацепился за то, что я становлюсь каждое утро на эти весы. Вот только проснулся, там поставил и сразу, короче, на весы. И меня как-то вот, помню, это ощущение порадовало, что я там, допустим, сегодня весил там 86 500, а на следующий день там встал что-то, и у меня там 86, там, условно, 700. Я такой, испугался. А потом на следующий что-то там поел меньше или не получилось поесть. Ну вот не помню, не специально. Я такой раз, а у меня там 86, там 300. То есть, опа, чуть вниз пошло. Я такой, интересно. И, в общем, вот эта привычка взвешиваться каждый день, она здесь лежит в основе, я так думаю, по-любому. То есть, вот эта покупка спонтанная довольно-таки этих весов. Первый фактор, да. Потом вот это образование привычки ради интереса, опять же. Посмотреть, что показывает это приложение, и увидев эти цифры, да, я загорелся туда плюс-минус, плюс я расстроился, минус я обрадовался. Вот уже как бы в мозгу начали закрепляться правильные, скажем так, ощущения, да, которые помогли мне в итоге. Вот, и дальше было все намного проще. То есть я сел и подумал, ух ты, как классно это все работает. Вот процент жира должен уменьшаться, если я буду меньше есть. А сколько вообще я должен весить, да? И оно же там показывает. Ой, там оптимальный вес, что-то мне там показывало меньше 70, по-моему, 69 при моих параметрах. Я такой долго смеялся над этим, думаю, ну как это? Я же вообще там, меня ветром унесет, этого быть не может. Типа, ну куда, типа, куда? И, ну, я и сейчас вроде не толстый, мне что-то казалось. Ну, а то 60 там с чем-то килограмм не может быть. Вот, ну, после этого, конечно, посмеялся, а потом начал больше интересоваться, что это за индекс массы, как он вычисляется, как он достигается и так далее и тому подобное. Я помню, что я вдруг осознал, что я вообще неправильно питаюсь, то есть я ем вообще как попало. Ну, приблизительно там по времени в одно время я всегда ел, ну, как бы там периодами, да, там сколько-то месяцев там завтракаю во столько, приблизительно обедаю во столько, с этим проблем не было. Но вот по составу еды там, ну, полный трэш был. То есть я вообще не ел овощей, вообще не ел молочки никакой. Я что-то думал, что у меня плохо желудок на молочку, кишечник типа реагирует, там пучит, что-то еще. Вот, молока вообще не пил. Там творог я в глаза не видел, мне не нравился на вкус. Потом рыбу я тоже не люблю. Максимум там какую-то селедку, филе, чтобы без косточек, без всего. Там речную вообще я в глаза и сейчас ненавижу. Там семга когда-никогда там вообще, если залетит. Короче, не было не то, что там возможности купить ее, а не было желания. Вот, печенка там какая-то. Нет, ради бога, о чем вы? То есть свинина какая-то, может быть, там курица. Ух ты. Да, на чем я остановился? Свинина, там курица, ну такое, типа там. Короче, мясного ел очень много, жирного там вообще там
яйца жареные, вот это вот все там, сальцо там, ну, короче, какое-то такое вот все у меня было меню странное. И все было невкусное, все хотелось майонезом приправить вечно, там супы, борщи, все это я наворачивал, конечно же. Но тут еще ж такой момент, что я остался один и готовлю уже сам себе один. То есть борщи я никогда не любил варить, умею, там могу его сварить, ну вообще, типа, зачем мне это, типа, утруждать себя. Там суп какой, когда-никогда, и то не часто, типа, в основном такое что-то ж было. Вторые блюда и так далее. Там кашу всегда я полюблял, и сейчас ее ем много, как бы, ну, каша, мясо, вот это все, типа, наша пища. Вот, и я такой думаю, ага, блин, чтобы худать, надо делать дефицит калорий. Удар по организму. А я и так неправильно питаюсь. У меня вот такое однообразное питание и вообще не в ту сторону. Блин, надо расширить, короче, ассортимент продуктов. И вот что я сделал. Я максимально включил в свое меню все, что я не ел. Добавил рыбу. Не какую-то там, которая мне извращенская не нравится, там, чтобы там все там было разнообразно, там какие-то гребешки, ничего подобного. То есть, ну, обычную там селедку, там какую-то скумбрию, какую-то пожарить, хек, там такое там, в общем, самую простую дешевую рыбу, там какую-то семгу когда-никогда, в общем, добавить рыбы. Потом, что добавить, там, мясо разнообразить, там, добавить говядину, там, иногда вообще там баранину, я что-то подсел на нее, понравилось просто. То есть, добавить печенку обязательно, говяжья, свиная, это пофиг там какая, короче. Вот это то, что я добавил. Молочку тоже, вот, как бы я сразу решил, что мне нужен творог, кальций, там, все дела, вот это вот. Творог тоже добавил. Молоко пить не пил, а вот творог добавил. Кефир, там что-то, йогурт, это уже позже намного я добавил. Ну, это вот на первых этапах, короче, все сводилось к тому, даже вот все, что я рассказал, разнообразное меню, это, наверное, пришло даже не в первый месяц. Как бы, может, второй, а может, даже и третий. Ну, сложно уже вспомнить. Но факт в том, что я понял одно простое дело. Я переедаю. То есть потребляю калорий значительно меньше, чем расходую. И, соответственно, у меня не возникла мысль больше двигаться, есть столько же. А почему-то пришла в голову простая мысль перестать переедать. То есть я так понял, где-то, наверное, почитал в интернете, что желудок растягивается, и там какие-то рецепторы позже там начинают отбивать тревогу о наполнении, чем оно должно быть. Ну, раз вес растет у меня, либо там не снижается, значит, вот то количество еды, которое я сейчас ем, оно как бы достаточно для того, чтобы сдерживать. Ну, в общем, все просто и банально, простая физика. Хочешь, чтобы вес снижался, делай дефицит калорий. Меньше, чтобы поступало в организм еды. Ну вот, соответственно, так я и попробовал. То есть я каждый день попробовал, сначала даже ничего я там глобально не менял меню свое, я попробовал чуть-чуть уменьшать порцию. Там, ну, блин, банально там кашла наваливаю вот так, сколько хочется там, да, обычно. А я такой, опа, и чуть-чуть себя остановил, там, на ложку меньше положил, или там супа там насыпаешь 3 там черпака, а ты такой раз и 2,5. Ну, то есть, чтобы у меня не было там какого-то ощущения голода и туда-сюда. И это же все прекрасно я видел на весах каждый день. То есть я сегодня это сделал, а завтра мне уже там минус 100 грамм показало, или там 50 грамм. И это еще жестче мотивировало. То есть, ну как так-то, блин. Ну, ты видишь прям результат своими глазами. Вот для меня это было очень таким важным фактором. Ну и так оно пошло. Каждый день, вот там я табличку эту найду, приложу, можно будет, кто интересуется, посмотреть. Каждый день вес начал уменьшаться просто. И, соответственно, у меня же началось, ну, организм начал ощущать, что еды достаточно, я перестал переедать, просто банально. И в легкий дефицит калорий как бы начал уходить. И все. У меня не было никаких резких падений по весу. То есть там оно, наверное, снижалось. По-моему, около полугода я где-то потерял с 87, условно до 69, по-моему, самый у меня был низкий вес, это 69 с хвостиком. То есть по целым так числам, ну пускай там 17, около того килограмм. Ну а как я вот эту 20-ку считаю, то от того, что я зимой обычно весил, потому что это я начинал летом, у меня было 87, и это же я уже прожил полгода без жены на собственных харчах, то есть не знаю, как у меня уменьшился вес от зимнего или нет. Ну, факт в том, что я начинал вот в такое время с таким весом, где-то около 87. Да, и потом в процессе вот это все приходило понимание, что нужно разнообразить меню, там включить вот эти все продукты, типа, которые я не потребляю, дабы организм, как бы, раз он страдает от недоедания, да, там, ну тогда хотя бы, чтобы он получал больше там всех необходимых себе элементов. Вот, и пошло-поехало. И потом уже в процессе мне захотелось
делать что-то, активность какую-то добавлять. Не то, что это там я специально, ничего подобного. То есть я там где-то посмотрел, мне стало интересно. Окей, я начал на себя как-то смотреть другими глазами. Думаю, ладно, вот это я, короче, жирная личинка, разъелся в свои там, сколько там лет мне было, до таких размеров, типа до такого лишнего веса. Я просто осознал, что я реально, я заинтересовался, а кто я по типу телосложения. Мне всегда мама говорила, да у тебя там кость широкая, вот это вот все. Я где-то услышал видео какое-то, прочитал, оно же YouTube начинает, только ты в тему погрузился, ну чуть-чуть там даже заглянул, и тебя начинает насыпать вот эти все ролики. А мне только того и давай, я же говорю, я наркоман ютубный. И мне там оно как начало сыпать, и я понимаю, что я вообще там эктоморф или кто-то. В общем, я весить никогда не должен был, что я там 15 лет таскаю на себе лишнюю 20-ку приблизительно. И я такой, опа, начинаю на себя другими глазами смотреть, типа, да, во что же я превратился. И я тогда задумался, а как я в физическом плане, то есть, а что я могу там, вот свои там под 40 лет, могу ли я там пробежать, присесть, там, я не знаю, подтянуться. Потому что много лет этим же ничем я не занимался. Там максимум на велосипеде ездил по делам, потому что машины у меня никогда не было. Я там, если двигался где-то, то на великах. Вот. И тоже ж никакие там не дистанции, ничего, именно просто возить свою толстую жопку. Ну и получается, я все смотрю на себя, значит, со стороны. Я превратился, короче, в совсем такого скуфа, который, блин, ничего ни в физическом плане не может, ни в моральном там не особо как бы достижений. И я начал смотреть в сторону физических упражнений, типа где-то мне попалось там типа требования Азова, ну оно же еще ситуация военная, да, там туда-сюда непонятно, что будет, там документы вот это я говорил, все, короче, все я забросил и тогда, короче, не занимался этим. Ну, то есть прямая возможность была быть, тогда еще не было у нас такой мобилизации, чтобы тебя прям там взяли, насильно мобилизовали, но тем не менее я стоял на учете, и в любой момент мне могли прислать повестку, и пришлось бы идти, да, там, или решать на тот момент, что мне делать. Ну, на тот момент я бы даже, наверное, пошел, потому что смотрел много именно марафоновских этих сюжетов про то, что творят россияне, и как бы все там бучи, вот это все, ну, короче, даже на меня, вот, казалось бы, да, я вчера сказал, с критическим мышлением человека все равно действовало. Я, наверное, я так допускаю сейчас, что куда-то я пошел. Потом, конечно, я бы оттуда очень быстро ушел, потому как увидел бы всю эту систему. Она внутренне не принимает такие вещи, поэтому я бы оттуда свалил очень быстро, но тем не менее мог попасть. Я решил, раз я могу туда попасть, то я же должен быть готовым. Не хочу же я, раз я вот худаю, уже хорошо, типа, может, мне надо бы типа быть готовым к выносливым каким-то, а тогда на то время шел лопата в руки и копай, типа, если бы меня мобилизировали. А я думаю, ну окей, я должен быть готовым копать, суставы укреплять, вот это вот все. Посмотрел, думаю, начну с первого шага. Что делают, как бы, вернее, какие требования к рекрутам, там, ну, допустим, нормальных бригадах, кто там Азов там был, ну, такие, которые именно хоть как-то похожи на армию, да. Я посмотрел у них требования для, типа, вступающих, вот по моему возрасту, табличку загрузил, и сколько там надо было отжаться, сколько пробежать, сколько подтянуться, и, в общем, начал это просто делать, там, пресс, качнуть. Все делал, постепенно нарастил эти темпы. Потом что-то планкой заинтересовался, скачал приложение, какое-то там 30-дневная планка. Начал ее фигачить. И все, мне так это понравилось. А что, я живу один, как бы меня от этих дурных мыслей там что-то отвлекает этот спорт. Ну, в общем, я ударился в эту тему. Потом и до бега дошло. То есть там тоже был что-то норматив у них, сколько километров пробегаешь. Я попробовал. Поехал где-то в лес на велике, поставил велик, думаю, вот все, там бегу километр, пробежал, или даже на каком-то маленьком стадионе, по-моему, первый раз пробежал, вижу, что-то я в норматив, по-моему, или вложился, или нет, но запыхался, как собака. Я такой думаю, о, это беда, у меня что-то с бегом, короче, не то надо делать. И я так что-то загорелся, понравился мне этот бег, и я каждый день вот это вот, сегодня побежал километр, а завтра... Не, или через день я бегал. Ну, короче, может быть, не каждый день, но вот по количеству пробежек я каждую пробежку накидывал по километру. И в итоге уже дошло до того, что я на 10-й пробежке, короче, бегу 10 километров. И типа все нормально у меня. Ни легкие не выплевываю, ни сердце не отказывают. Я думаю, ого, я, короче, типа это богатырь такой.
Вот, это уже потом я посмотрел, как правильно начинать бегать, что, насколько я там сердце свое насиловал и так далее. То есть, что на низком пульсе надо бы бежать, а не как я. А я еще часы там мерили так, у меня пульс, что у меня там вообще там он 180, а я нормально, как бы, ну, типа, себя чувствую. Ну, может, там есть физические особенности, плюс погрешность измерения. Но, тем не менее, я, короче, резко сбавил эти темпы. И бегал уже все последующее время, сколько я бегал, старался на низком, там, с невысокими, короче, этими показателями по времени, чисто на выносливость. Вот как-то так. И это же все параллельно я питался уже просто поддерживая вот эту тенденцию на снижение. То есть я смотрел, утром, если у меня минус 100 грамм отбавилось, значит все окей. Типа больше жрать не надо, меньше тоже. Приблизительно идет оно правильно. Там раз, там какой-то момент скакануло, ага, что-то я переел того, окей. То есть надо в следующий раз не есть. И организм привык к этому количеству еды. Ничего там я не ограничился. По-моему, единственное, что... Ну, я перестал есть, естественно, там с пельменями хлеб, там хлеб с макаронами, как раньше у меня было. То есть хлеб я сильно очень уменьшил. Ну и не было какого-то сверхжелания там поедать этот хлеб. То есть мучное я такое всегда любил, но именно в виде хлеба, там булок каких-то, это я мог запихаться. Ну и в тот момент даже похудание, там булочку с молочком холодным припить вообще, типа, себе не запрещал. Раз там в неделю мог такое сделать. По-моему, эти я любил даже. Рогалики такие у нас с повидлом были. Вот, ну вот как-то так. То есть никаких подсчетов калорий, никаких там супер диет, кетах, ну вот это вот всего, ничего такого не было. То есть я просто видел, понимал общий смысл, как это должно происходить, дефицит калорий, да, это база, на которой все стоит. И дальше просто двигайся вот от переедания к нормальному потреблению еды и смотри на весы результатов. Больше, ну, для меня вообще никакого там не было сложности, так и так далее. Ну, хотя вот я здесь, когда приехал сюда, там жена тоже там что-то заходилась с подругой худать и все такое, и подруга нормально там сбрасывала вес, килограмм тоже на 15 было время. Ну, она склонна к полноте и, в общем, а сейчас опять она набрала больше даже, чем тогда сбрасывала. Ну, то есть походила, может, год, может, два, короче, без этого веса, но опять на него вернулась. То есть у женщин это все связано, там, понятно, с их женским организмом, где-то гормоны скачут. Но я смотрю, что очень многие люди, в том числе вот мои вот эти окружающие женщины, для них похудание или... Ну да, похудание это для них физика, вернее, для меня физика, а для них метафизика. То есть я понимаю одно простое правило: дефицит калорий, меньше жри, все. Даже, ну, не хочешь двигаться, просто жри меньше. Типа, хочешь жрать столько, начинай двигаться. Ну, дефицит калорий, что тут скажешь, короче, должно меньше заходить в организм хавчика. Они говорят, мы едим мало, но вес растет. Вот есть такое, ты не понимаешь, но такое есть. Вот я вообще очень мало поел, но вес растет. Ну, вот, то есть, вот какова вероятность, что завтра, выйдя на улицу, вы встретите динозавра? 50 на 50, или встречу, или нет. Вот, женская логика, короче, и такой вот у них взгляд на похудание. Но это тех, которых вот я знаю, женщин. А там, конечно, у других кого-то может быть по-другому. Поэтому у меня вот такой был способ. И еще один важный момент, да, который здесь надо учесть. Я попал в идеальный шторм, скажем так. Я остался один, без жены, это очень важно. То есть как-то же мы, мужики, приходим в это состояние раскормленных кабанчиков там, после 20 лет семейной жизни, да, с лишними 20 килограммами минимум. То есть мы приходим за счет того, что жизнь семейная, доступность еды готовая уже в любой момент, там вкусненького туда-сюда, жены рады мужа там какими-то блюдами. Вот оно все как бы идет. И это ж, как любая плохая привычка, мы сначала без удовольствия или там с каким-то небольшим отвращением все это делаем, но потом в него погружаемся, мы даже не замечаем. То есть раз переел, два переел, а потом уже животик не болит. Также и с сигаретами. Раз покашлял, два покашлял, там, либо с алкоголем, там, разок нажрался, голова поболела. Ну, вроде пьяненький был, так хорошо было. В следующий раз тоже будет хорошо, но я перепивать не буду. И потом на утро плохо не будет. Но все равно оно как-то раз за разом. И в итоге ты уже алкоголик, курящий там, или просто толстый. Поэтому все оно так и работает. Вот. Я попал в идеальный шторм. У меня не было рядом женщины, которая меня раскармливала. У меня было время для того, чтобы мозги на место встали, да, чтобы всю эту информацию собрать, обработать, правильно проанализировал, применить на себя. У меня было время и для того, чтобы там где-то потом спортом позаниматься. Хотя это вообще, ну, я мог бы и без этого обойтись. Это чисто потребность была моя внутренняя. Вот. Как-то так вот совпало. Плюс характер мой такой, что я там
осеннее, весеннее обострение. У меня бывают моменты, когда я вот все хочу в это время заниматься только этим, вот как сейчас, вот весна, да, допустим, вот у меня можем считать обострение сейчас, я хочу якобсвех сделать, я все для этого делаю, все, горю только этой идеей, живу, каждый день гуляю, там что-то закупаюсь туда-сюда, то есть все, цель моя такая. Вот в тот момент у меня была такая цель, это похудание, вот я выбрал этот путь, я по нему иду, оно мне все как бы нравится. Ну, сможет так каждый? Ну, конечно, нет. То есть это определенный склад человека должен быть. Кто-то вообще там, просто сложность найти свой путь. Как бы. Я уверен, что сможет каждый, но у каждого этот путь будет свой. Там кто-то, ну, я точно думаю, что вот глупость это через диеты, через что-то еще. То есть через метафизику я не думаю, что это работает. Все-таки это всегда будет физика, и важно это понимать. И вот если человек это не понимает, то это будет... Результат будет, но он будет краткосрочный и очень тяжело давшийся. Потому как, я же говорю, я видел по своей жене какие-то диеты. Это при том, что рядом сидит человек, который, ну это я, который сбросил вес, который зафиксировал этот вес и больше не набирает. И прямо ей рассказывает, что нужно делать для того, чтобы не было этого веса. Просто бери и выполняй. Но нет, она ищет свой путь туда-сюда, и в итоге там что-то теряет какие-то 5, и потом набирает назад 7. Ну, в общем, короче, ладно. Что-то я разболтался. Вроде... Тему раскрыл, как говорится, что если непонятно, как говорится, я с радостью напишу еще один ролик минут на 40-45, чтобы все стало понятно. Шутка-минутка. Шел я еще немножко подумал, важные моменты. Ну, я хочу глупости озвучить, которые я совершил, и влияние окружающих. Вот это было очень сложно. Ну, вернее, как, не то, что сложно, это я сейчас так понимаю. Тогда-то я окрепился и как бы всех посылал лесом, но сейчас вот вспомню, проанализировав, я понимаю, что было все-таки сложновато слушать каждый день от тех людей, которые тебя вот привыкли годами видеть раскормленного, когда ты начинаешь худать, даже как я за полгода там, ну, не супер большие килограммы потерял, то есть это было очень постепенно. Я превращался в такого, как я должен быть. Но для них это выглядело все, как будто я наркоман, как будто я раковый больной, там, что с тобой случилось, что такое, что произошло. Та же жена, там, когда видела меня по видеосвязи, или там, когда приезжала иногда, короче, просто ужасалась. Все, у тебя кожа висит, вся оттягивается, а последние уже там мои веса на уровне, ну, вот 69, то есть, ну, все, 6 квадратов пресса, короче, все, реально, вот, подкожного жира было очень мало. Хотя на пусте все равно жир оставался, там, вот, над лобком, скажем так, такой все равно этот... Есть курдюшок такой, он и до сих пор у меня есть. И кожа, я бы сказал, тоже там по бокам бывает. Хотя сейчас вот я хожу и сильно, мне кажется, жировая прослойка подтала. И мне наоборот кажется теперь, что у меня там кожа отвисает. Ну, хотя я был, ну, не сказать, что огромное брюхо. Бывает и побольше. Ну, в общем, такое, это уже может вкусовщина. Вот, но я сделал одну большую ошибку, это когда я решил, что 70 это не для меня, типа надо чуть-чуть все-таки набрать. Ну, то есть я как бы выполнил норматив, да, галочку поставил, вот все, я сбросил до 70. А теперь можно типа назад чуть откатить, вроде зачем, что, почему-то мне, вот, наверное, на фоне вот этих всех приставаний знакомых, там, родных, что, ой, боже, на кого ты похож, я, чтобы они отстали от меня, типа, говорю, все, ребята, я сейчас наберу постепенно до 75. Вот, и там что-то на 73 я в основном жил такое, типа, замахался до 75 набирать, короче, уже неинтересно было. Да, и как я набирал? Вот я просто, увеличив количество еды, набрал. То есть, а надо было бы, конечно, наверное, походить по-хорошему в качалку. Или, ну, я тогда и на турниках занимался плотно. Все, там, бицепс, трицепс, у меня все это было вроде нормальных этих. Сейчас вот, кстати, погорело, потому что с турниками в Германии беда. И я как приехал, просто отвык от этого всего. Вот, там отжимания по утрам ничего особо не дают. Ну, тем более, что я делаю это в формате зарядки, там 30 раз отжался, да и все. Вот, и я, короче, неправильно набрал этот вес. То есть, по сути, я, грубо говоря, вернул на себя там минимум 3 килограмма жира, а не мышц. Вот это беда. Как бы нельзя так делать. Ну, это же, как говорится, там уже задним умом мы все умны. Вот. Ну, наверное, на этом все. Поэтому важно, короче, если есть какие-то побуждения худать, то либо сначала всех подготовить, да, там, родных и близких, либо как-то... Кстати, я видел хороший ролик на эту тему насчет жиросжигания, тоже попадался не так давно, там качки какие-то что-то показывали, и показывал тренер пацана, который вот был, типа,
ну я вот не помню, условно скажу, там 80, а стал там 70 или 60, ну вот не помню, что он, короче, попалил полностью жир, и он говорит, последние вот эти жиры, чтобы увидеть там свой максимальный рельеф, никак вы иначе там не достигнете, там никакими типа упражнениями, кроме как просто сбросив типа жировую прослойку, диета или что, ну вот вообще смутно помню, что, но сам прикол, что я в тот момент позвал жену, вспомнил вот эту всю гадость, которую они мне говорили, что я типа умираю. Позвал и говорю, смотри на пацана, а там, где он стоит, короче, напрягают, у него все мышцы видны, рельеф классный, все, и он вот этом минимальнейшем там весе. Я говорю, посмотри на пацана, как он выглядит. Она говорит, обалденно, вообще так, ну, типа, спортивно, хороший, типа, парень. И я такой там, типа, на пару кадров назад отматываю, я говорю, это прикинь, вот он, короче, с таким приблизительно весом, как, ну, там, больше. Она говорит, ну, такой, да, жирненький. Это при том, что я был намного жирнее, чем он, короче, и на самом финише похудания был еще толще, чем он здесь. И вот просто глаза смотрящего получается. Если человек к тебе привык, то все, для него это, короче, что с тобой случилось. Поэтому родных надо, если перед похуданием, лучше вот такого формата найти ролики, показать тех людей, как вот они выглядят. И потом показать, как они выглядели, чтобы для них менее стрессово это было. Когда ты начнешь худать, допустим, и они будут ужасаться, ой-ой-ой, на, покушай лишнюю тарелочку борща или еще чего-то. Кстати, тоже вспомнил ощущение, вот это, начал с того, что типа начал уменьшать еду, да, меньше есть. Я вот помню первые несколько, максимум неделя, ну может дней 5. Это вот точно помню такой флешбэк, что мне было тяжеловато. Но в каком смысле? То есть я вот поел, я такой, что, все, типа, это весь завтрак мой? И, короче, ну, с таким серьезным ощущением раздосадованности, даже не больше, ну, не сколько голода, что я там не доел, а именно с такой досады, блин, типа, как так-то? Все, больше еды, типа, не будет до обеда, ну, ладно, и пошел. А потом буквально ты из-за стола встаешь, все, типа, приходит к тебе чувство насыщения. А, вода еще важный этот, я же тоже воду начал пить, наслушался вот этого всего, что, типа, 2 литра воды в день, вот это начал пить эту воду, и, кстати, до сих пор почти 2 литра пью, сейчас уже начал уменьшать, потому что, похоже, это миф, типа, там, ну, тоже привычку завел пить много воды. Сейчас стараюсь ее чуть-чуть меньше там. В общем, с этим этот вопрос для меня еще, короче, открыт. Сколько пить той воды, не знаю. Но вот в тот момент, да, конечно, вода где-то мне там хотелось жрать. Я себя мысленно говорил, сейчас стаканчик воды бахну, короче, и мне перехочется. И оно так вроде работало. Ну, вот эти вот какие-то тоска по еде у меня была первую неделю, по-моему, максимум. То есть после этого все, уже организм очень, желудок или сократился, или он привык, или мозги как-то дали правильный сигнал, что вот все, это завтрак твой, съел его и пошел, короче, заниматься делами до обеда. И отпустила. А вот это вот, помню, чувство сожаления, оно прям было такое несколько дней важное. Поэтому тоже, наверное, надо быть к этому готовым. Ну, не знаю, я же говорю, это мой чистый опыт, как оно у кого. Ладно, все на эту тему, короче, надоело на мне. И чтобы ролик закруглить, уже затрону тему Индии и Пакистана. Вот там в начале ролика поблагодарил Михаила за комментарии и вспомнил его это про свежую воду. Значит, немного погрузился в контекст конфликта этого сегодня, посмотрел пару-тройку роликов на эту тему, откуда оружие, допустим, ядерное у Пакистана, да, неочевидная весьма такая штука, вот, и как они там с индусами конфликтуют. Ну, получается, по поводу воды там очень серьезная проблематика. Скажем так, рычаги у Индии в этом плане имеются. Оставлю ссылочку, я так в последнее время выкладываю на каждый день дневника, там то, что какое музло там послушал, либо он там Высоцкого вспомнил в контексте этого конфликта. Вчера тоже переслушал пару песен. Вот, закрепляю такие вещи, может, кому интересно будет, можно будет тоже контекст этот прочувствовать. Не знаю, там какой-то Good Times, Bad Times. Переводы, в общем, что за канал, вообще в душе не понимаю, типа оригинальный он, это украинские ребята переводят, есть он и на русском языке, я знаю, переводят, ну, то есть там какая-то франшиза, наверное, это ютубная, ну, вот, ну, суть в том, что аналитика там более-менее по датам, по общим фактам, как бы, не заангажирована, как мне кажется. Может, там какая-то либеральная повесточка или что-нибудь, там какие-то моменты такие есть. Ну, я такого не слышу, и меня интересуют именно вот такие нюансы. Что, когда произошло, почему. Вот. Ну, не сколько даже почему, а именно что и как. Такие дела. Так, вот что касается моего похудания. Слава богу, у меня сохранился файлик от весов.
электронных. Вот начало взвешивания моих. Первая запись я вижу 4 июля 22 года, День независимости США. И вот как бы пошло, да, 86 500, потом следующий день уже 87 100. Ну, то есть такие колебания, они нормальны, в принципе. Если так посмотреть внимательно на эту таблицу, то это очень хорошо видно. Вот буквально после 87 100 следующий уже 86 700 и так далее. Ну и, в общем, пошло. Вот оно все уменьшается. Уменьшается. И минимальный вес, вот, который сейчас я тут увижу, будет 69, кажется, у меня меньше не было. 69 с копейками. 69 900. Вот я первый раз 28 января, через полгода, грубо говоря, я первый раз вывалился за 70. И это было уже концом похудания. Ниже я худать не собирался. Для меня это было достаточно. Хотя по коэффициенту массы это мой типа нормальный вес, который я должен держать. Был достаточно худым, непривычно даже для себя. Хотя я, в принципе, уже за время этого, за эти полгода наслушался от людей такого. Там и наркоман, и раком болею. И, в общем, не дай бог каждому такое услышать. Короче, это ужас. Вот. Психологически, кстати, очень сильно давило на меня. Ну, как, может, и сильнее, наверное, могло бы быть, но ощущалось. Вот. И потом я долгий период держал вот эти 70 килограмм, как я вижу, и потом потихонечку начал набирать. Решил до 73, по-моему, подняться я. И на том, наверное, ну да, вот я дошел до 73 с хвостиком. И на том остановил взвешивание. Что-то там у меня в жизни поменялось, не знаю, почему я перестал взвешиваться. В общем, эту привычку я свою убрал. Либо я взвешивался, но не фиксировал, наверное, результаты, потому что я и сейчас каждый день стою на весы. Поэтому, да, скорее всего, я не вел таблицу. Ну, ее вести не надо было, это сами весы скидывали. Я, наверное, переехал в Киев в тот момент и весы не брал с собой. Видимо, так. Вот такие результаты. Получается, за полгода ушло, ну, сколько, если мы там 87 будем брать, а пришло до 69. Ну, пускай там 70, да, ровно. Вот 17 килограмм. Но там 20, о которых говорю я, это от максимальных тех весов, которые я имел, когда не было у меня еще весов и желания худать. То есть это все-таки я начал летом, а летом я всегда сбрасываю. Вот, а так в зиму у меня под 90 там свободно было. Вот эти 20 и получается.